Я прожила в Германии почти 2 года, и потом мы с моей семьей переехали в Англию, в Лондон. И живем здесь уже вот 9-й месяц. И надо сказать, что я уже успела прочувствовать вот эту разницу в образе жизни, в отношении к жизни, в людях, в обществе и так далее. Германия — это когда тебе так спокойно, но немножко тесно. Англия, конкретно Лондон — это когда тебе, наоборот, немножко тревожно, дорого, страшно, но почему-то очень хочется сюда возвращаться. В этом видео я хочу честно сравнить Англию и Германию глазами иммигранта и ответить, наверное, на главный вопрос, где же жить лучше и не хочу ли я вернуться вообще назад в Германию. Кратко расскажу. Мы жили в Германии, в городе Дюссельдорф, и переезжали мы туда с полным желанием, ощущением, что мы там хотим жить долго. Мы учили язык, регистрировались, да, во всех необходимых учреждениях. И переезд в Лондон, в Англию, он тоже был осознанным. То есть это не туризм, да, это просто принятое решение изменить вектор нашей жизни в связи с тем, что мой муж получил оффер по работе, и действительно для нашей семьи так было выгодно, правильно и нужно. Вообще всю свою историю иммиграции я рассказала в отдельном видео. Мы уехали из России в 22 году, и с тех пор мы пожили в Азии, и вот потом перебрались как раз в Германию и сюда. Интересно то, что мы недавно как раз летали к родственникам в Германию отмечать Новый год, и у меня в голове снова возникло очень много вопросов, и пошла рефлексия о том, ну, где же лучше жить, и, может быть, стоило вообще там остаться. Давайте сначала поговорим про Германию. Почему мы хотели там остаться, почему мы хотели там жить. Это действительно одна из самых стабильных стран и экономик на данный момент в Европе, а мы, в принципе, рассматриваем для нашей долгосрочной жизни именно Европу. Стабильная, безопасная страна с очень хорошими социальными гарантиями. И я знаю, что сейчас будет много комментариев на тему мигрантов, преступности и так далее. Безусловно, проблема нелегальной миграции, преступности, она существует, но она существует везде, и она существует в той же России. А Германия в целом очень безопасная страна с работающими законами, с работающими судами, с работающей полицейской системой и так далее. Социальные гарантии — это как раз то, за что ее часто ругают, в том смысле, что люди, которые действительно не хотят работать, скажем так, не могут, а не хотят, они могут действительно очень даже хорошо и сладко там жить, получая пособия, получая субсидии на квартиры, получая медицинское обслуживание от государства. Особенно, мне кажется, хорошо жить в Германии, если ты работаешь в хорошей компании, то есть у тебя есть работа по найму именно. Скорее всего, это сразу хорошая страховка, условия труда. Условия труда тоже, на самом деле, очень классные, в том смысле, что мы из там, Восточной Европы люди к этому не привыкли, что и переработки оплачиваются, а иногда они просто не приветствуются. И, в принципе, есть такое четкое разграничение на семью и на рабочее время. То есть какое-то понятие такое святости выходных. Это очень предсказуемая страна, в том плане, что если ты изучил ее правила, если ты понял, как они работают, а если ты их принял, а не начал им сопротивляться, то можно жить очень хорошо и очень достойно и чувствовать себя под защитой. И надо сказать, что очень большое сопротивление вызывают именно эти правила у людей, особенно которые иммигрируют из стран СНГ. Там действительно, то есть вот эта история про то, что нужно сортировать мусор по нескольким бакам, и если ты неправильно это сделал, у тебя сумасшедшие штрафы. Это не шутка, это действительно так. Что касается медицины, много я слышала ругани на эту тему. Сама я могу сказать, что действительно у меня есть негативный опыт с медициной в Германии, и я об этом рассказывала в отдельном видео про прям Германию, про минусы Германии. Примерно такая же история, как, кстати, в Великобритании, забегая вперед. Если речь идет о каких-то очень серьезных случаях, о какой-то дорогостоящей помощи, о высокотехнологичной медицине, о дорогущих лекарствах, которые в той же России, допустим, вообще не достанешь, и нужно собирать на них смс-ками. Да? Вот в этом вопросе Германия лидирует. То есть там вам помогут. Подводя такой первый итог, в Германии ты себя чувствуешь очень защищенно, но, с другой стороны, и стесненно. Людям из стран СНГ это точно, я думаю, первое время непривычно, и тут уже вопрос, адаптировался ты к этому или не адаптировался. По поводу менталитета тоже очень интересно. Я общалась и общаюсь с разными людьми, которые живут в Германии. Что, допустим, их может удивлять? Отношение к работе и к рабочему времени. То есть как-то не принято там на работе активно гонять чаи, куда-то выходить, да. Есть четкое время обеденного перерыва, в него нужно уложиться. Это, в принципе, все как бы
те самые стереотипы, которые, наверное, мы много раз о Германии слышали, про четкость, про правила, про формализм такой, про бюрократию. Ах да, бюрократия. Вот это, наверное, точно важный пункт и очень отличающийся, кстати, от Англии. Про Англию сейчас я позже расскажу. В Германии действительно живет, мне кажется, в прошлом веке в этом плане. Огромные очереди во все госучреждения, особенно если мы берем крупные города. Если вы приезжаете в какой-то маленький город, то, скорее всего, у вас все иммиграционные процедуры очень быстро пройдут, там быстрее все намного делается. Если вы приезжаете в крупный город, а не дай бог еще, если в столицу федеральной земли, как переезжали мы, Дюссельдорф, это столица НРВ, то у вас все процессы будут занимать там очень много времени, получение вида на жительство год и плюс. Везде нужно записываться на термины, то же самое, кстати, и в медицине, да, всегда нужно выбивать термины, встречи. Иногда их просто нет, иногда нужно вставать в 6-7 утра, когда выкладывают эти слоты, чтобы их забить. То есть, это действительно, можно сказать, что маразм, но вот как бы это такие правила. Я на самом деле всегда в своем контенте и своем блоге стараюсь освещать все максимально с разных сторон, потому что это мое абсолютно честное мнение, что нет какой-то плохой страны или хорошей страны однозначно, да. Есть то, что подойдет конкретному человеку и не подойдет этому конкретному человеку. Все очень-очень относительно. Что касается общества и такой закрытости общества. Многие говорят, что в Европе вообще в целом очень закрытое общество и тяжело с ними подружиться. Но тут, наверное, вопрос того, а что вы вообще понимаете под дружбой? То, что человек среди ночи, там, допустим, вам должен примчаться, если с вами что-то случилось, и помочь? Или вы что-то другое под этим подразумеваете, допустим, совместное времяпрепровождение, поездки, походы куда-то, да? В Германии это, наверное, еще более сложная история. Это действительно более сдержанные люди, но тут есть еще один нюанс, что все-таки в Великобритании я живу в Лондоне, и в Лондоне много людей-мигрантов, да, из других стран. А в Дюссельдорфе много просто коренных жителей, да, немцев, и, конечно, особенно плохо зная язык, ты себя почувствуешь скорее там чужой, чем в Лондоне. И язык играет, кстати, немаловажную роль. Понятное дело, что немецкий язык, во-первых, он действительно сложный, он не так широко распространен, как английский или даже испанский. И, конечно, для классной, достойной и многогранной жизни в Германии нужен язык, и нужен язык на хорошем уровне, потому что в некоторых, допустим, госучреждениях с вами не будут говорить на английском. На английский можно надеяться только где-то в магазинах, в крайнем случае. Давайте к выводам вернемся еще потом. Немножко поговорим про Англию. Понятно, что я буду говорить о Лондоне. Не надо мне потом писать в комментарии, что ты сравниваешь маленький город и большой город в Великобритании. Да, это так, но я сравниваю не города, я сравниваю образ жизни в небольшом европейском городе в Германии и в большом мегаполисе в Англии. И есть люди, я знаю, которые выбирают между двумя такими образами жизни, и им это интересно. Очень многие люди мне пишут, кстати, в Инстаграм, спрашивают меня, какие-то личные вопросы задают о переезде. Я всегда рада отвечать, пишите, если нужно. Ну так вот, Лондон и безопасность, да, давайте пройдемся по тем же пунктам, что с Германией. Много, конечно, ходит баек про то, что здесь криминал, опять же, да, все те же самые темы поднимаются, мигранты, криминал и так далее. Это, безусловно, здесь есть. Никто не будет отрицать. Но давайте, это очень сильно зависит от того, в каком районе и с каким доходом вы живете. Если вы сами находитесь в трудной жизненной ситуации, вам нужно социальное жилье, то, конечно, вас поселят в мигрантские районы с социальным жильем, где вас все это будет окружать. Если у вас недостаточно, да, денег для того, чтобы снять квартиру в нормальном, хорошем районе, то, на мой взгляд, вообще даже и не стоит приезжать именно в Лондон. Лучше рассмотреть тогда небольшие города за пределами Лондона и строить жизнь там. Там аренда отличается от лондонской просто разительно. Если на прямой вопрос ответить, можно ли жить безопасно в Лондоне, можно. Просто это определенные районы, которые нужно выбрать как бы заранее. У меня, кстати, есть вообще гайд по выбору района для жизни в Лондоне. Я оставлю все в описании. Кому интересно, можете переходить. Что касается социальных гарантий. Ну, смотрите, тут, конечно, есть разница в программах переезда. Я расскажу о своей ситуации. Мы приезжали в Германию по нашим корням, и там, в случае, если у нас не было бы работы, нам полагалось, естественно, пособие.
Мы им не пользовались, если что. Но ситуация, допустим, с визой в Великобритании отличается разительно, потому что она получена по работе. Соответственно, с потерей работы, да, это skilled worker виза, теряется и право на проживание здесь. Конечно, ситуация в этом случае намного более шаткая и добавляет стресс. На мой взгляд, если вы рассматриваете переезд в Великобританию прям прицельно, то как будто бы лучше рассматривать, наверное, талант-визу, если есть такая возможность, есть сбережения и так далее. Или, может быть, еще какие-то другие варианты посмотреть. Но skilled worker виза тоже может быть хорошим путем, если вы в работодателе уверены в своем. Предсказуемость. Безусловно, сейчас тенденции такие идут, что мир очень сильно меняется, у нас очень сильно набирают правые настроения силу, и меняется все и везде. Поэтому такие крупные мегаполисы, такие значимые центры принятия решений, как Лондон, естественно, тоже будут этим переменам подвержены. При этом Великобритания все еще очень сильная экономически и политически страна, и, отрицать это бессмысленно, это будет отрицать только необразованный человек. Тут, я думаю, все очень зависит от того, а какие вообще цели этого переезда. На пенсию в Лондон я бы не переезжала. Строить карьеру, зарабатывать деньги, развиваться активно, давать детям образование — да, классное направление для переезда, и в этом случае Германия и тот же Дюссельдорф, с моей точки зрения, намного менее привлекательны. И я объясню почему. Потому что, мне кажется, самое важное вообще отличие лично для меня — это именно карьерный вектор. Сама я занимаюсь бизнесом, у меня свое маркетинговое агентство. На мой взгляд, бизнес проще, легче и выгоднее намного вести в Лондоне, в Великобритании. В Германии налоги получаются выше. Сама процедура открытия компании намного сложнее. К слову, кстати, о бюрократии. Здесь, в Англии, в Лондоне, я вообще все, что касается счетов, оформления договоров, даже договор аренды на квартиру, которую мы снимаем, все это было подписано в электронном виде. И даже компанию для своего агентства я открыла просто онлайн, не ходя вообще никуда. И я это сделала за один день. Для меня это было просто, не знаю, каким-то шоком, потому что, знаете, цифровизацию в России очень хвалят. Так вот, как бы тут эта цифровизация, мне кажется, еще шагнула на шаг вперед. Что касается языка, английский, который я учила с 1 класса, конечно, мне здесь позволяет чувствовать себя намного более своей. Люблю, на самом деле, это слово, чувствовать себя своим, типа в чужой стране. Я же, как бы, вообще-то я своя собственная, а не чья-то еще. Но отрицать, что это облегчает все взаимодействие. Я себя здесь чувствую вообще полноправным членом общества, потому что в Германии у меня немецкий намного слабее, чем, допустим, у моего мужа. Я всегда такая, как бы, надеялась на то, что муж порешает мои проблемы. Здесь я могу многое делать сама, и для меня это плюс. Еще раз подчеркну, что если вы боитесь очень этого ощущения как раз того, что вы будете чужим, что вам будет тяжело адаптироваться, мне кажется, как раз самый лучший способ — это выбирать город многонациональный. И Лондон — это такой город, более 40% тех, кто живет в Лондоне, родились за пределами Великобритании вообще. Надо сказать, что вообще так было всегда. Лондон испокон веков стоял на перепутье многих дорог, путей торговых и так далее, и здесь всегда оседало огромное количество иммигрантов, и даже в новогоднем вот этом шоу, которое было на колесе London Eye, там был такой момент именно со смыслами объединения, толерантности, и мне лично эти смыслы очень откликаются. Это то, за что я очень уважаю и Великобританию, и Европу. Так что если вы очень боитесь именно процесса адаптации, то выбирайте Лондон, Нью-Йорк, что-то такое, где и так очень много людей, которые не родились там. Отдельным, наверное, пунктом надо еще сказать про уровень жизни и именно цены. Конечно, Великобритания дороже в разы. И мы это ощутили, кстати, как раз после того, как сейчас съездили в Германию на Новый год. Для нас просто цены теперь в Германии казались смешными. Особенно, кстати, это видно, например, по новогодней ярмарке, на которой
Глинтвейн в Германии стоит 4 евро. В Лондоне на Трафальгарской площади он стоит 7 фунтов. И как бы качество разительно отличается не в пользу Лондона. Аренда жилья в Лондоне — это отдельная катастрофа, отдельный ужастик, хоррор, как хотите называйте. Реалии этой страны, реалии этой иммиграции. Конечно, сложности с жильем на самом деле есть везде в Европе. В Германии, кстати, очень еще напряженно относятся, тоже проверяют очень людей перед сдачей, как и в Лондоне. Есть одно, кстати, маленькое отличие. В Германии, кстати, не любят очень предпринимателей, которые хотят снять квартиру. А в Лондоне здесь важнее не твой формат занятости, а просто твой доход и сбережения, если ты доход не можешь предоставить на территории UK. Ну, кстати, сейчас уже все это будет меняться, и вот эта история со сбережениями, она будет не очень актуальна в Лондоне. Почти в центре Дюссельдорфа мы снимали квартиру 1,5 раза дешевле, чем мы снимаем сейчас здесь, в Лондоне. В Лондоне мы живем далеко не в центре, это довольно отдаленный, но очень хороший, один из лучших районов для жизни там, с детьми. Ричмонд. И то качество жилья, которое мы получили за эти деньги, оно намного хуже, чем то, что было у нас в Германии. Но для нас это стоит того. Еще один такой момент, который, наверное, надо озвучить. В Германии мне лично было абсолютно нечем заняться. То есть мы помним, да, что с немецким языком он у меня в процессе обучения. Я, кстати, очень люблю, я такая очень активная в плане театров, каких-то событий, выставок. Вы, если посмотрите вообще мой телеграм-канал, я там целый клуб создала о жизни в UK с событиями, со списками событий, подборками лично от меня. Ну так вот, в Германии этой культурной жизни очень мало. Ну и конкретно в Дюссельдорфе, может быть, в Берлине она есть, я как бы не знаю, не жила. Здесь же в Лондоне ты можешь выйти и пойти в любой бесплатный музей, тебе на это даже деньги, в принципе, не нужны. Так что для меня это вот очень важный фактор, если для вас тоже задумайтесь. Люди, общение и дружба. В Германии у меня не было за 2 года никаких друзей, давайте честно, вообще никаких. Я общалась только с мужем и со своей дочкой, и с родственниками с нашими. Но и тут нужно сказать, что именно на этот период пришлась моя иммигрантская депрессия, тяжелое состояние со здоровьем. Я про это рассказывала тоже уже на канале, и там как бы, в принципе, не было сил на это. Но и возможностей там намного меньше. В Лондоне очень большое русскоязычное комьюнити, и здесь буквально переезжая сюда, добавляясь там буквально в какую-то пару чатов, ты начинаешь жить очень активной жизнью, тебя постоянно куда-то зовут, есть и поездки на русском языке. И вот сейчас, спустя время, я сама тоже хочу организовывать, я хочу организовать трекинг-поход на Seven Sisters, в котором мы, кстати, с дочкой уже были. Я хочу тоже со своего блога людей собрать. Может быть, вам, кстати, было бы интересно, напишите в комментариях. Вот этого движа здесь очень много, он просто отовсюду здесь на тебя бросается. Найти здесь можно легко русскоязычных друзей, что касается англоязычных и вообще иностранцев. Чаще такие связи, конечно, склеиваются на почве того, что, допустим, у вас дети в одну школу ходят, или вы с собаками вместе гуляете, или у вас там один клуб по йоге, что-то такое, да. Ну, то есть, если цель есть, вы, конечно, друзей найдете. Я не могу сказать, что британцы или другие иммигранты какие-то неприветливые, наоборот. На контрасте, вот когда мы только переехали из Германии, ощутила очень много желания помочь нам, когда мы сюда переехали, от окружения, от людей незнакомых, вплоть до каких-то там соседей, которые помогали поднять мебель, до людей на улице, когда мы только приехали, у нас просто разрядился телефон и сломалась зарядка. Много было ситуаций, у меня ощущение такое сложилось, что здесь, конкретно в Лондоне, люди все проходили вот эти экстренные ситуации, когда ты только приезжаешь, ты в стрессе, то есть не все, да, а большая часть, так как много мигрантов, и они как будто тебе уже априори сочувствуют, ты когда как бы им рассказываешь, через что ты проходишь, ты только переехал, они такие, ну все, я вспомнил, как оно, вот давай я тебе помогу, брат. И, в Германии, естественно, такого нет. Ну что, давайте подводить итог. Лично для меня Германия — это про классно, стабильно, защищенно, безопасно жить. Жить нормально. Вот в таком немецкое слово есть такое Sicherheit, да, с уверенностью в будущем, такая синица, жирненькая такая синица в руке. Вот. Это для меня Германия. Лондон — это про попробовать больше, про рискнуть, про посмотреть в будущее, предположить, что ты достоин и можешь больше. Это про журавля в небе, наверное. Конечно, нужно выбирать страну,
в соответствии с тем, насколько это совпадает с вашими ценностями, с вашей стадией жизни сейчас, и тогда не будет разочарования. Я вообще очень интересуюсь темой культурного интеллекта, того, что делает среда и страны с людьми. У меня есть отдельное видео про выбор страны для переезда, про тест научный социолога. И я еще свой тест тоже составила, он бесплатный, но он скорее про такой ценностный конфликт, который есть в каждом из нас, про реализацию цели. Поэтому если вы не знаете, чего вы хотите, чувствуете, что у вас какой-то есть внутренний конфликт, можете пройти этот тест, он бесплатный и, может быть, вам окажется полезным. Ну что, друзья, я благодарю вас за просмотр. Напишите, пожалуйста, ваши впечатления, если вы жили в той или иной стране, в Англии или в Германии. И еще я вас очень попрошу написать мне свои вопросы. Что вам вообще интересно от меня узнать, зная всю мою историю переезда, мой бэкграунд, то, чем я занимаюсь и так далее. И до новых видео. Пока!